это днище просто полное. Домой не хочется идти. Как будто вот глушняк, как будто тебе вот как будто все обрубило. Жизнь идет не на лад, а ты такой вот, ну, на износ. Думал, это дно, но оттуда постучали. Это не дзен. Один напротив всего мира. И тебе страшно. Попроси помощи. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нету, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Игорь Владимирович, мы давно людям обещали рассказать лайфхак, что делать, когда ты дошел до самого дна. Дать им какие-то инструменты, которые смогут его оттуда вытащить. Давайте сегодня поговорим об этом. Ну, хорошо. Хорошо. Ну, во-первых, я хотел сказать, что лучше до дна не доводить. Все-таки такая нижняя точка, когда уже, ну, сил нет, ты уже выработал даже привычки находиться на дне, да. Очень сложно всплывать уже прям вот с полного дна. Но если уж на дне оказался, то я, конечно, дам приемы выбираться с самого-самого днища, да, но это будет тогда давай в конце выпуска. А как вот не доводить, ну если обстоятельства так сложились и так получилось у человека? Дело в том, что мы можем что-то различать либо уже в момент, когда все случилось, ну все, жопа отвалилась, и мы видим, вот она отвалилась, да? Вот. Либо по сигналам, которые предшествуют тому, что жопа отвалится. Я их называю для себя так слабые сигналы, умение слышать слабые сигналы. У меня даже есть такой трек в альбоме. Если очень долго игнорировать эти сигналы, то через некоторое время ты заметишь, как жопа отвалится. Поэтому я сейчас перечислю симптомы, по которым можно видеть тот момент, когда следует уже принимать меры. И очень важно, да, не пропустить этот момент. Своевременная помощь сильно лучше, чем хирургия по отрезанию ноги. Первое. Например, вы давно уже не чувствуете удовлетворения, все делаете через силу, там, через «не могу». Это сигнал, это мощный сигнал, то есть не идет, дела не на лад идут, жизнь идет не на лад, а ты такой вот, ну, на износ, да, износ, идет очень мощный износ, и дальше произойдет крэк. Это раз. Второй момент. На работе давно нет успехов. И даже когда тебя ругает, например, начальник, да, ты такой думаешь, ну давай, ругай меня сильнее, и даже уволь меня, уволь, наконец-то уволь. Ну, то есть как будто бы ты уже себя подготовил полностью, ну, к тому, что вот уже бы вот тебе бы уже куда-то пойти, и ты ждешь этого момента. Невероятный износ идет в такое время, психологический прежде всего. Самое главное, люди привыкают жить вот в этом сдавленном состоянии. Третье. Не хочется встречаться с людьми, с друзьями, которые раньше нравились, кому раньше тянуло, сейчас не хочется. Да что, банально не хочется утром с постели вставать. Хочется полежать, поваляться, вот такой вот тупняк. Как будто вот глушняк, как будто тебе вот как будто все обрубило, у тебя вот тонуса нет жизненного. Вот такое состояние. Четвертое. Нет планов, нет целей на завтра. Вот вообще нет. На завтра, на следующую неделю, на следующий месяц. Такой плывешь как щепка. Это не дзен, когда ты в полном таком вот согласии с собой и с миром. Нет, это щепка. Тебя бросает, у тебя нет ни планов, нет никакого стержня. Пятое. Алкоголь. Пьешь больше меры. Вейпы, кальяны, сигареты, ну вот эти вот все вот понеслось такой раздрай. Ты гробишь свое здоровье, как будто бы ты себя, ну вот прям вот насилуешь, да. Ну, шестое. Но это если у вас есть кредиты, но вы точно на самом дне, если вы берете кредиты на погашение процентов по кредиту. Это днище просто полное. Да. Седьмое. Домой не хочется идти. Полное понимание, что родные и близкие не любят, там, вот не хочется с ними встречаться, глаза отводишь, сидишь где-то там с друзьями, бухаешь, ну, с друганами, да, с друганами-бухарями, да, бухаешь, там, ну, такой симптом, да. Восьмое. Вы забили на здоровье, давно понимаете, что надо к врачу сходить, но не идете. Типа, да, ладно, отмахиваетесь, да, уже видите прям вот, уже симптомы уже идут такие, что сильные, а вы все не ходите. Ну вот, короче, я назвал 8 пунктов, если 1 и 2, то очень опасная ситуация. Если более 2,
то очень критическая ситуация. А как понять, что ты уже достиг дна? Если ты видел эти симптомы, ты их наблюдал, и потом ты вдруг ощутил однажды, что родные, близкие, друзья, ну, все от тебя отвернулись, вот, ну, прервались какие-то контакты, ты вообще остался один напротив всего мира. Мир такой огромный, большой, а ты такой маленький и один, и напротив всего мира. Ну, ты это проживаешь, как будто все от тебя отвернулись, а на самом деле просто связи социальные все прервались, потому что люди имеют определенную возможность выносить это все, и потом они не выносят, прекращают с тобой общаться, и вот ты оказался один. Одиночество. Одиночество — это дно. Человек, он, ну, как бы, он, конечно, способен быть один и жить один, да, способен, но когда человек драматически, трагически, я бы даже сказал, проживает это одиночество, вот это и есть дно. То есть, когда тебя разрывает на части, что ты один напротив всего вот этого мира, и ты один, и тебе страшно. Очень страшно и очень больно. Досада, боль, гнев, обида. То есть у тебя весь комплекс вот этой вот реакции, но ты один. Никого нет рядом, никого. Есть такая фраза, что одна легче оттолкнуться. Ну, как вы считаете, это правда так, что вот надо дойти до ручки, а потом будет легче подняться? Ну, тот, кто придумал эту фразу, он, конечно, гадский гений, называется так, да? Образно есть некое дно. Реально дна нет. Ты можешь погружаться ниже дна. Ниже дна, знаешь, как это, думал, это дно, но оттуда постучали, да, и ты стал погружаться еще ниже, да. Поэтому люди, кто оказывается на дне и ждут, когда же они упрутся на это дно, они продолжают погружаться в эту пучину невозврата. Это так называемый конус сужающихся возможностей. Просто есть ситуации, из которой есть выходы, ну, с какими-то там платами, переплатами, да. Есть ситуации, с которой очень большая плата по выходу, а есть ситуации, из которых уже, ну, нет выхода и есть уже необратимые эффекты. Слушай, ну если ты вот нога, гангрена, загноилась, да, и ты довел до того, что все загноилось, ну и потом только ампутация, ну такой говоришь, ну раз ампутация, значит не пойду в клинику, да, так потом гангрена на все тело распространяется. Ребята, если вы увидели симптомы, да, симптомы опускания на дно, действуйте немедленно, не ждите никакого дна. Вот эта вот фраза, да, уперся в дно, от него оттолкнуться, это не, ты не упираешься ни в какой песок такой твердый, да, который можешь оттолкнуться и такой вот выскочил. Да нет, это ил. И ты пытаешься на него как бы опереться, но проваливаешься дальше и завязаешь в этом иле еще сильнее. Поэтому не доводите до дна. Не доводите до дна, и если вы хотите упереться до дна, чтобы потом подпрыгнуть и всплыть, то вы, ну, просто все, вы обрекаете себя на верную гибель. А если ты в полной жопе или на самом дне, что тебе делать? Первое. Не рассчитывать на себя. Люди, находящиеся на дне, ну, находятся, ну, в общем, мягко сказано, в неадекватной ситуации. Нельзя рассчитывать на себя, кто уже пришел в это дно, да, все, нельзя. Надо осознать это и принять это. Пункт 2. Принять, что ты не тот, что был раньше. Ты теперь болен, или ты пьяный, или ты что-то, но ты не такой, как раньше. Не надо поддерживать тот же уровень жизни перед другими, демонстрируя тот же уровень потребления. Если у тебя ухудшилось финансовое состояние, не надо брать кредиты, чтобы продемонстрировать всем, что у тебя все нормально с деньгами. Не надо, это утащит тебя на дно. Ну и третье, надо обязательно попросить помощи. Надо забыть про стыд, про гордость, про вот эти вот все вещи, которые ты раньше, ну там типа, ну так вот делал. Ты болен, ты принял это, попроси помощи. И здесь уместно заметить, что многие доводят ситуацию, что все уже вокруг отвернулись от человека. Все. Даже родные и близкие, кому ты больше всего насолил в момент вот этого вот падения, они тоже, хоть и находятся рядом, все еще верят, да, но они тоже отвернулись, начиная просить помощи именно у родных и близких. Это единственные люди, которые, они все еще тебя любят, они просто устали.
Они обязательно помогут, потому что они тебя любят. Иногда так бывает, что и знакомых, и близких уже нет, и семью ты потерял, и уже и родных нет. Так бывает. Тогда церковь, коммуны. Всегда есть варианты. Я надеюсь, среди моих подписчиков нету тех, у кого прям давно безвыходная ситуация. Но тем не менее, знаете, у вас может оказаться рядом человек, который запросит именно у вас помощь. Тогда вы ему на основании этого видео поможете. Я очень хочу, чтобы люди имели четкие алгоритмические пути выхода из вот этой вот ситуации, когда оказался на дне и не видишь никаких выходов. Вот. И теперь, посмотрев это видео, вы не только сами вооружены, ваши родные, близкие вооружены, вы можете им помочь. Ну и также, если вас попросит о помощи незнакомый человек, пожалуйста, помогите ему. Ну и особо вас прошу, каждого моего подписчика или зрителя, если среди ваших знакомых, друзей или просто вот встретился вам человек, есть люди, которые ну явно по всем симптомам идут на дно, отправьте им это видео, позвоните им, помогите им вернуться. Я очень вас прошу. И напишите мне здесь в комментариях, у кого получилось. Немножко получился грустный выпуск, но жизнь она такая. Жизнь так устроена, что мы все оказываемся на дне. Все. Каждый был на дне, и каждый от этого выбирался. Кто-то с потерями, кто-то с большими потерями. Я тоже там был. Эти рекомендации созданы для вас на основании обобщения опыта моих друзей, знакомых, мировой статистики и моего личного опыта. Поэтому не доводите до дна, выбирайтесь чуть раньше. Ну а если уж попали на дно, применяйте алгоритм, который я вам только что дал. Я желаю вам успехов и удачи, не бойтесь ничего, все получится. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй лун.